Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Это канал об узорах, и я Оля. Я рада приветствовать всех новичков, гостей своего канала, случайно, не случайно зашедших на канал. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Заглядывайте обязательно в плейлисты, где собраны уже небольшие коллекции для вашего удобства. А также, я надеюсь, видео вам понравится, и вы оставите свои лайки, комментарии. Не забудьте подписаться, чтобы не потерять канал, и нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, девчата, привет огромный. Каждое видео говорю, что спасибо вам за вашу фантазию, за ваши отзывы, за ваше внимание. Вы большая-большая талантливая группа дизайнеров, это очень радует, и я ж к вам с новым узорчиком. Ниточки сегодня вот такая вот расцветочка. Опять мастер захотел что-то такого непонятного. Смотрите, это Yarn Art Baby. Кто уже знает, да, а кто не знает, смотрите, это 100% акрил, моточки небольшие, в 50 граммах 150 метров. Есть акрил побольше моточки, где в 100 граммах получается 300 метров. Это то же самое, не переживайте. И здесь нам советует производитель брать крючок 3,5 миллиметра. Вот, мы берем 3,5 миллиметра. Наша рабочая лошадка. Так, смотрите, данный моточек это тоже 100% акрил, просто он уже перемотанный с такого моточка. Понятно? Ну что, приступаем. Давайте начнем вот с таких вот. У вас они такие ярко, какие-то зеленые ниточки, да, на самом деле это нежная такая мята. И мы с вами будем набирать, как всегда, да, вы уже знаете, небольшое количество петелек я набираю в районе 30, ну, плюс-минус бывает исключение, да. Вот, сегодня нам необходимо будет, раппорт узора состоит из 4 петелек, и получается мы наберем 33 воздушные петельки, ну, чтобы красивый узорчик наш закончился, хорошо? Итак, первую петельку вот эту фиксируем, и мы ее при наборе не считаем. Дальше 33 воздушные петли. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Вот это наш будущий образец. Что делаем дальше? Дальше мы с вами делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Далее, получается, в 4-ю петельку от крючка. Раз, два, три, 4. Делаем накид и провязываем в 4-ю петельку столбик с накидом. Вытянули ниточку и по 2 петельки. 2, 2. Угу. Что делаем дальше? Дальше мы в цепочке пропускаем одну петельку и в следующую вводим крючок и провязываем столбик без накида. Есть. Вы пока просто повторяйте, потом вы увидите принцип узорчика. Ага. Итак, опять одну петельку пропускаем в цепочке и в следующую провязываем столбик с накидом. Есть. Сюда же еще в эту же петельку 2 столбика с накидом. У нас получится такой мини-веерочек, состоящий из 3 столбиков с накидом. Вот, видите? Вот такой вот маленький веерочек получается. Дальше продолжаем точно так же. Одну петельку в цепочке пропускаем, следующую провязываем столбик без накида. Есть. Опять одну петельку цепочки пропускаем и в следующую провязываем мини-веерочек, состоящий из 3 столбиков с накидом. Раз, два, три. И так далее до конца ряда. Опять одну петельку пропустили, следующую провязали столбик без накида. И вот так вот чередуем столбик без накида, веерочек, столбик без накида, веерочек, столбик без накида, веерочек и так далее до конца ряда. Угу. Справитесь? Давайте. Я вас встречу в конце ряда. Договорились? Давайте. Так, смотрите, провязали до конца ряда, так, практически до конца. Почему? Потому что хочу показать, как заканчиваем ряд. Итак, вот столбик без накида. Далее пропускаем петельку одну. И в последнюю петельку провязываем 2 столбика без накида. Раз столбик и 2 столбика. То есть мы, получается, заканчиваем точно так же, как и начинали. Помните, мы здесь сделали, получается, 2 столбика. Петельки подъема и 1 столбик. Угу. Итак, вот такая вот получается пока непонятная красота. Что делаем дальше? Смотрите, я хочу ввести новую ниточку. Вы можете продолжать этой же ниточкой, вы можете вводить вместе со мной, но сейчас сделаю так вот петельку, зафиксирую, подтяну и оставлю. Дело в том, что я буду вводить новый ряд, новая ниточка. Поняли?
То есть следующий ряд опять новая ниточка. Новая ниточка. Вы можете брать остаточки, использовать. Вот хочу показать, как можно использовать ниточку. Вести, вернее, вязание не там, где осталась наша ниточка предыдущая, а начнем, получается, мы вот справа. С начала ряда начнем еще новый цвет. Я уже показывала в некоторых видео, но повторюсь, много новичков. Итак, зафиксировали вот так вот петельку. Угу. И там, где у нас здесь было 3 петельки подъема, вводим крючок и провязываем так вот соединительной петлей. Раз, все, соединили. Дальше по узорчику мы вяжем одну воздушную петельку и сюда же столбик без накида. Так, пока тоже повторяйте. Дальше делаем накид. И вот там, где у нас с вами, получается, был столбик без накида, внимательно будьте, да? Первый столбик с накидом был зелененький, с накидом. Следующий был без накида. Так вот сюда вводим крючок, который без накида, и провязываем столбик с накидом. Есть. Воздушная петля и сюда же еще один столбик с накидом. У нас получилась вот такая вот рогатка. Угу. Что делаем дальше? Вот у нас был веерочек из 3 столбиков. Раз, два, три. В средний столбик вводим крючок и провязываем столбик без накида. Накид. Там, где был столбик у нас без накида, в нижестоящем ряду, вводим крючок и провязываем рогатку. Столбик с накидом, воздушная петля, сюда же столбик с накидом. Понятно? Рогатка, столбик без накида, рогатка. Дальше следующий веерочек мы опять провязываем столбик без накида. Угу. И потом точно так же до конца ряда провязываем рогатка, столбик без накида, рогатка, столбик без накида. То есть ничего сложного. Угу. Все. Давайте до конца ряда, потому что очень просто. А в конце ряда я вас встречу, покажу, что будем делать дальше. Договорились? Давайте. Итак, смотрите. Провязали практически до конца ряда. Здесь я хочу вам показать, как мы будем переходить на новый цвет. То есть мы можем переходить на ниточку, которая была в первом ряду, а мы можем вообще присоединять другую ниточку, 3-ю, 4-ю, 5-ю. То есть можете брать остаточки. Угу. Итак, смотрите. Только мы провязали рогатку, следующий у нас должен быть столбик, да, без накида. Вот так вот вводим крючок и оставляем 2 петельки на крючке. Так как у нас столбик без накида, то мы последние 2 петельки нашего столбика вот так вот зелененькую подтягиваем. И все вместе, вот новая ниточка зеленая получается, вот так вот провязываем. Розовенькую подтянули, все, мы, получается, с вами переключились на новую ниточку. Теперь наша с вами задача повторить все то же самое, что было в первом ряду. Несложно. Раз, два, три. И сюда же, в этот же столбик, получается, мы провяжем еще один столбик с накидом. Есть. Дальше. Вот там, где у нас, получается, с вами была рогатка, да, вот воздушная петелька, вот так вот проваливаемся и провязываем столбик без накида. Угу. А потом, где у нас в предыдущем ряду был столбик без накида, в него делаем веерочек. Раз, столбик с накидом, 2, столбик с накидом, 3, столбик с накидом. То есть веерочек. А в рогатке предыдущего ряда у нас будет стоять столбик без накида. Все, несложно. И таким образом до конца ряда. Угу. Там, где у нас столбик без накида, розовый, в моем случае, да, там будет стоять веерочек. Раз, два, три. Там, где рогатка, то проваливаемся вот в эту арочку и столбик без накида. Все, несложно. Я уверена, что вы справитесь. Давайте до конца ряда, там вас еще раз встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот такая получается красота. И опять я провязала не до конца ряда, чтобы показать вам, как мы заканчиваем ряд. Итак, в рогатку мы сделали столбик без накида. А тут у нас, помните, начинался столбиком без накида, да, розовый ряд. Вот в этот столбик мы проваливаемся, и здесь мы провязываем 2 столбика, да, то есть не полностью веерочек, а, так скажем, его большая половинка. Все, понятно? Вот так вот опять потянули петельку и оставили зеленую ниточку в покое. Мы переходим на розовую. Смотрите, прелесть такого момента, что вот мы переходим одной ниточкой, потом возвращаемся другой ниточкой и так далее. Мы не режем ее, поняли, да? Видите, у нас получается нигде не режется ниточка. Начало будет и конец будет. Угу. Итак, давайте, вот здесь у нас было 3 петельки подъема. В 3-ю петельку вводим крючок. Подтягиваем розовую ниточку, но не сильно, чтобы краешек наш не зажулькать, но и не сильно слабо, да? Итак, подтянули. Все, петелька рабочая готова. Что мы делаем здесь по узорчику? По узорчику будем повторять точно так же розовый ряд. То есть одна воздушная петелька и сюда же столбик без накида. Угу. Далее.
Там, где у нас получается один столбик стоит вот такой вот без накида зелененький, проваливаемся, делаем рогатку. Столбик с накидом, воздушная петля, сюда же столбик с накидом. Далее, там, где у нас был веерочек, в средний веерочек за верхушку беремся и провязываем столбик без накида. Там, где у нас столбик без накида зелененький, в моем случае, там будет веерочек. Ну все, уже принцип понятен, да? Вот, мы повторяем всего лишь 2 ряда. И никуда ничего не смещается. Все так будет отлично, здорово и классно. Угу. Договорились? Давайте довяжем до конца ряда розовой ниточкой. Потом вы переключаетесь на зелененькую. Ну вот если такими же цветами, да. То есть я переключусь на зелененькую и пойду обратно. Веерочки, столбик, веерочки, столбик, веерочки, столбик. Угу. А потом здесь же у меня розовая закончится. Здесь я буду точно так же возвращаться. Рогатка, столбик, рогатка, столбик, рогатка, столбик. Опять переключилась на зелененькую. Опять веерочки, столбик, веерочки, столбик, веерочки, столбик. Розовенькая также пошла. Рогатка, столбики, рогатка, столбики. Ну, узор вообще не сложный, да? Просто повторяйте друг с дружком 2 ряда. Итак, вырастим наш образец на несколько рядов и встречаемся. Договорились? Все, давайте. У вас получится. Девчат, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Так, вырастила образец. Смотрите, как ярко получается пестро. Просто, легко, быстро. Девчат, вы себе не представляете. Обязательно попробуйте. Пледик ли, кардиганчик ли, кофточка ли, шарфик ли, шапочка ли. Смотрите, вяжется очень просто. Ниточки можете использовать любые. Вы можете использовать летние ниточки, да, вы можете использовать зимние ниточки, так скажем, варианты, да. И, естественно, вы можете использовать остаточки. Вообще супер шикарно. Ну, элементарно, быстро вяжется. Ничего здесь сложного. Итак, смотрите, набирали мы, получается, сколько петелек? 33, да? Раппорт из 4 петелек. Итак, это получается, ну вот смотрите, практически 20, да? Вот так вот пододвинем, считаем 20. Все, 20. Итак, один цвет, один ряд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, смотрим. Получается 11 с хвостиком. Угу. Вот он такой вот получается и не сильно дырчатый, да? Видите, арочки же есть. Вот. Но и как бы и плотненький, универсальненький. Я считаю, прикольно. Итак, опять же от вас жду в комментариях, куда можно использовать данный узорчик. Возможно, тут уже ты узорчиком вязал, так, потому что он легенький, простенький. И надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайки, а также подписывайтесь, кто еще этого не сделал. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. А также, девчат, не забывайте делиться данным видео. Внизу экрана есть кнопочка «Поделиться». И там вы можете поделиться в любой социальной сети, какая у вас есть. Угу. Все, до новых видео тогда. Всем пока-пока.